Здравствуйте! Не так давно я приобрел себе два новых шуруповерта. Я о них рассказывал в одном из предыдущих роликов. Ссылку оставлю в описании. А мой старый шуруповерт висит на стенке на полке для французских планок. Полку я сделал тогда за 5 минут, чтобы быстренько повесить шуруповерт. Она не очень удобная, и пора ей на самом деле отправляться на мусорку. А сегодня сделаю полку, в которой будет умещаться все три мои шуруповерта и еще зарядники к ней. Велосипед я, конечно, не изобрету, но постараюсь сделать максимально информативный ролик, чтобы показать весь их процесс производства этой полки. Все шуруповерты, конечно же, похожи друг на друга, но все-таки отличия конструктивные у них есть, и поэтому производство полки нужно начинать с чертежа. Делаю размеры, переношу их на фанеру, решил делать из нее. Наверное, это самый подходящий материал для таких поделок. Прочный, недорогой, точный в размерах. Только при работе с фанерой нужно обязательно защищать органы дыхания, обязательно надевать респиратор. В прошлом видео я делал толкатель для циркулярной пилы, для тонких заготовок. И вот в этом проекте он мне очень сильно выручил. Оказалось, им работать даже удобнее, чем я мог предположить. Но, возможно, есть конструкции поинтереснее, поудобнее. Если есть, предложите, пожалуйста, в комментариях. После того, как раскроил фанеру, сделал все нужные детали, обязательно шлифую. Это достаточно скучный и продолжительный процесс, но в случае с фанерой он очень необходим, потому что поставленная заноза от фанеры заживает намного дольше, чем заноза от той же самой сосны. Поэтому фанера должна быть гладкая. Детали у полки достаточно тонкие в этом проекте, поэтому я использую свою старую шлифмашинку Makito. Она вибрационная, и с мелкими деталями на ней удобнее работать, чем с эксцентриковой. Начиная сборку конструкции. Обязательно засверливаю перед тем, как закручивать саморезы, и делаю углубление под шляпку самореза. Внимательный зритель уже, наверное, заметил, что сначала я использовал фанеру 10, но потом я поменял ее на 18. Все из-за того, что часть саморезов пришлось крепить в торец, и даже после засверливания фанеру на краях сильно расщепляло. При соединении саморезом обязательно пользуюсь струбцинами. Это позволяет, во-первых, избежать смещения во время закручивания, а во-вторых, точно избегаю зазора соединений. Конструкцию делаю заведомо длиннее, чем нужно, и это все для того, чтобы шуруповерты можно было вставлять вместе со оснасткой, чтобы не снимать сверла, например, перед тем, как поставить на полку. И если в процессе эксплуатации все-таки выяснится, что с размером я переборчил, слишком большой запас, то я смогу разобрать заднюю стенку и подкоротить всю конструкцию. Зарядное устройство я планирую разместить сверху,
Но чтобы к ним был доступ более удобный, я хочу сделать наклонную полочку. Для этого буду использовать 6-миллиметровую фанеру. Верхняя и нижняя кромка у этой полочки будет иметь срез под углом, и чтобы подобрать этот угол, я использую свой транспортир, который когда-то заказал в Китае. Он очень недорогой, но меня он сегодня очень выручил. Кстати, буду сегодня первый раз распиливать что-то под углом на своей циркулярке. И, возможно, в первый раз я не все правильно делаю. Но, к моему удивлению, даже для первого раза, с первого раза я и измерил, и подобрал, распилил угол правильно. Все сошлось. Также шлифую эту полочку, и чтобы ей было на что упираться, подготавливаю опорную планку. Также распиливаю ее под тем же углом 20 градусов, что и пол. Зарядное устройство к этой полке я креплю с помощью штатных креплений, которые есть на обратной стороне зарядников. В нишу, которая образовалась под полкой, я планирую спрятать провода от зарядников. Для этого сверлом Форстнера на 35 мм я сверлю отверстие, куда можно будет просунуть и вилку, и весь провод целиком. Эта полка будет крепиться на систему хранения французская планка, а она основана на планках, напиленных под 45 градусов. Это очень простое и, главное, надежное соединение. Я о ней уже несколько раз рассказывал на своем канале, так что я горячо рекомендую. Настало время выбросить старую полку для шуруповерта, повесить новую. Теперь все мои шуруповерты будут храниться здесь. Благо и розетка недалеко, и храниться, и заряжаться будут теперь они все в одном месте. Надеюсь, у меня получилось сделать интересный, а главное полезный для вас ролик. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях. Я их внимательно читаю и стараюсь сразу же на них отвечать. Следующий ролик будет уже в понедельник, так что прощаюсь с вами до понедельника. Пока!